ночной страх. Да. Если он продолжает существовать, этот ночной страх у ребенка 10 лет, он боится идти в туалет, вечером нужно с ним ходить по квартире. Я не педалирую ситуацию, я с ним хожу. Это вызывает обратную реакцию у старших детей, потому что старшие кричат, да что ты делаешь, он уже здоровый взрослый парень, а ты до сих пор ходишь. Как правильно поступать? Что делать? И нормально ли, что в 10 лет мальчик взрослый, он боится вечером? Вы знаете, уже ненормально, то есть это уже все-таки где-то в разряде невроза. Вот, потому что что-то его очень сильно, то есть это уже, но то, что это фобия, это 100%, потому что надо определить 100%, что он, чего он боится. Потому что боится злой антилопы, который сидит в маленьком туалете. Понятно. Она сидит там и она не смеется. У среднего в маленьком туалете сидел бак, он с ним разговаривал, все очень хорошо. А младшего злая антилопа. Понятно. Ну вот с этой злой антилопой нужно будет поработать. То есть на самом деле, вот как раз сейчас во второй части нашего с вами занятия, да, я вам расскажу полностью, отвечу на ваш вопрос, как это делается, и про злых антилоп, и про маленьких разных там человечков, да, и про монстров, которые прячутся за занавеской, потому что это все имеет место быть, да, и у детей фантазия очень богатая, и, видимо, как, ну, действительно закрепилась, да, то есть и у них вот прям четко вот с этим. Но я вам должна сказать, что не обесценивать его правильно, вы поддерживаете, вот пока он там, пока вы не начали с этим работать, пока вы его поддерживаете, но делайте вид, что все спокойно. Очень важное правило вот для родителей, когда ребенок боится, когда с ним что-то происходит, очень важное правило вести себя так, на самом деле, как будто проблемы нет. То есть, вот это не надо, да? То есть это очень важное золотое правило. Да, хорошо, я возьму тебя за... Я понимаю, что тебе страшно. Проговорите с ним. 3 часа ночи, каждый день вставать. Понятно. Да, нужна работа. Я согласна с вами, нужна работа. Просто нужна работа, с этим страхом надо работать уже, потому что, ну, действительно закоренелый такой страх, и с ним надо работать. И если это только в этой части, больше нигде. Ну вот он вообще с наступлением вечера с ним нужно ходить по квартире. Понятно. Он терпит, вот он в туалет будет терпеть до тех пор, пока не сядет в съемке. Я же не могу больше, ну сейчас не могу. Он будет просыпать около меня до тех пор, пока я не пойду в туалет. Вот это и называется, вот это называется фобией, да, то есть вот как раз вот это, ну вот ребенок фобик, который боится всего, он будет там, да, вроде ничего не предвещает, ничего нет, а как бы он по этим углам боится. Поняла вас, сейчас отвечу, хорошо? Второй часть. Да. Потому что это все не так. Это мой брат, это мой брат. А как тогда вопрос? Ну это мама. Он любит маму, спит с мамой, просто это желание быть больше с мамой. Настрой, маму все тянут, это просто желание привлечь внимание от большой части. Вот видите как? Бывает вот такие такой прям большой части. Понятно. Простите, пожалуйста, тогда вопрос. Могу я задать, да, такой вопрос? Есть ли супруг? Проблема. Понятно. Тогда понятно. Ну тогда этот момент мы индивидуально обсудим, хорошо? Ну, вот, потому что очень часто бывают такие вещи, когда либо, ну я в общем скажу, либо есть там, ну, может быть, там папа, с которым не очень хорошие взаимоотношения, или которого очень мало, или когда отсутствует кто-то, да, то есть папа, например, один из родителей отсутствует, то здесь бывает функциональное партнерство. Я, кстати, заикнулась буквально там, да, в начале нашего занятия. Вот бывает такое функциональное партнерство, когда вот берет на себя, может быть, там родитель, вернее, берет ребенок на себя роль вот такого функционального партнера. То есть он хочет, чтобы рядом с ним все время была его женщина. Ну как бы, да, то есть мама здесь предстает в этом образе, да, что все время это мое, да, ну собственник такой, да, она моя, да, там не прожитый этот комплекс, который, может быть, вы слышали про это, называется Эдипов комплекс, да, когда вот еще это связано с мужской ролью в семье, да, насколько он это дал. Если у него нет стереотипа мужчины, то он часто может взять на себя этот стереотип, ну, то есть образ вот мужчины, то есть он как будто бы с вами функционально во взаимодействии в некотором, может быть. Я как вариант. Это просто, то здесь надо разбираться, конечно, здесь очень все индивидуально. Но поскольку дочь сказала, что есть такая симптоматика, да, то мы... Такая симптоматика. Ну вот. Я смотрю, здесь нужна
нужна семейная... В начале сентября идем к психологу. Прекрасно, прекрасно. Ну вот видите, отлично, очень хорошо. Но надо брать с собой всех на самом деле, чтобы... А вот это проблема, потому что психологи, как правило, работают либо только с детьми, либо только со взрослыми. Я нашла психолога, который вот со взрослым будет, он сказал, а малышей я не беру, я с ними не умею. Не, ни в коем случае. На самом деле здесь очень важно, потому что, ну, приходите ко мне тогда, что я буду сказать. У меня очень часто бывает, что, значит, у меня большой такой в кабинете диван, ну вот я рассаживаю туда бабушку, смотрю, как эта рассадка происходит, потому что это очень важно посмотреть, как у них какой вот семейный танец, да, кто с кем, вот, и бывает, что дочка, например, там с папой просто прижалась к нему, сидит, другая дочка с мамой, вот, а бабушка посередине. Ну, все понятно, да? Все уже, все ясно, да? И у нас у всех проблемы. Да, да, да. И мой любимый вопрос в этом случае, кто у вас тут главный? Ну вот, и все обычно косятся на бабушку, да. Иногда бабушка говорит, я здесь главная. Да. Ну вот, а иногда бывает, что очень смешанная какая-то такая, ну, хаотичная такая семейная система, да, и никто не понимает, кто здесь главный. Ну вот, бывает даже такая история, когда ребенок говорит, вообще главный я. Ну вот, такое тоже бывает. Бывает, что дети действительно по иерархии их могут на пьедестал ставить, но это очень сложно для ребенка, потому что он, конечно же, не может до конца, да, вот, выдержать. Но в определенных семейных системах это вполне допустимо. Когда, вот, например, там, в либеральных семейных системах очень хорошо, то есть там все для ребенка, да, ты главный, ты принимаешь решение, как ты скажешь, так и будет. Неплохо. Да, бывает такое, но очень тяжело с этим потом. И ребенку тяжеловато потом уже в школьной системе как вот туда вот вливаться, потому что все-таки у нас другая немножко, ну у вас по-иному, а вот в том, что мы знаем в государственной системе, там, конечно, у нас 100% авторитарная система, вот, потому что, как сказал учитель, там все и будет. У нас тоже так, у нас в принципе тоже так, да, что учитель это человек, который помощник, там, друг, ведущий и так далее, да, то есть может быть и такое, родитель же должен быть родитель, но тем не менее мы как-то все-таки больше в демократическом стиле общаемся, да, но вот очень часто бывает, что я наблюдаю прям вот сядь на место, такие вот директивы, вот, это не делай, то не делай, вот сядь, я сказал, вот такие фразы, и, конечно, от этого, безусловно, неприятно становится, конечно, на душе. Вот. Так что приходите, я беру всех. Как я говорю, что я работаю от 0 до 20 и старше. Потому что, ну, это, собственно говоря, и ваша история тоже, да, так сказать, вашего большого сообщества, вашей большой школы. И все то же самое. Потому что, ну, как можно разделять? Как можно разделять? Ведь это семейная система, и в этой семейной системе каждый человек и каждый участник выполняет определенную функцию. Ну, вот поскольку я системный психотерапевт, да, то есть я, конечно, рассматриваю именно семью с точки зрения системы. И если ребенок постоянно что-то боится, что-то происходит, то на самом деле мы задаем очень большой вопрос такой. А насколько вот этот страх выгоден этой семейной системе? Мы просто изучаем это, да? А что будет, если в этой семейной системе не будет этого фобика? Что произойдет тогда? Как изменится вообще отношение между мамой и дочкой? Между сыном и сестрой? Ну, имейте в виду, между братом и сестрой. Что произойдет? Это очень интересно. И в этом случае что мы делаем? Мы просто разрушаем, ну, при желании семейной системы, мы разрушаем этот стереотип. И смотрим, что получается. Просто вынимаем какой-то механизм, да, и смотрим, что будет происходить тогда. И там будет происходить очень много сопротивления. Это 100%, потому что есть закон гомеостаза, все равно все стремится к постоянству, да, и все равно семейной системе будет плохо, но если мы будем постоянно работать, да, для того, чтобы выработать новую привычку, о котором я говорила, да, новый стереотип взаимодействия, в этом случае семейная система поменяется, и тогда все станет функционировать правильно. Поэтому здесь очень такая интересная история. Приходите.
вам понравилось наше видео, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на наш канал.